Всем привет! Меня зовут Марьяна, и вы на канале Вкусная еда. Сегодня готовлю удивительно красивый кружевной кулич краффин. Сразу скажу, рецепт не мой, автор этого замечательного кулича Люда Изи Кук, позитивная кухня. Уверена, этот кулич вам обязательно понравится. В нем прекрасно сочетается сдобное тесто и очень вкусный американский десерт краффин. Состав рецепта вы можете посмотреть внизу в описании под этим видео. Для начала приготовим опару и активируем дрожжи. Берем теплое молоко, добавляем 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку муки и сухие дрожжи. Хорошо перемешиваем и оставляем в тепле на 10-15 минут для того, чтобы образовалась дрожжевая пенная шапочка. Берем 2 желтка и 1 яйцо, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем миксером до полного растворения кристаллов сахара, светлой пышной пены и увеличения яичной массы в 2 раза. Теперь берем предварительно просеянную муку, делаем в ней углубление и вливаем в дрожжевую опару. Добавляем теплое растопленное сливочное масло, сок апельсина, цедру апельсина. Добавляем взбитые яйца и начинаем замешивать тесто. Тесто вначале будет очень липким, и вам будет казаться, что нужно добавить еще муки, но ни в коем случае этого не делайте, иначе забьете тесто мукой и в результате не получите желаемой эластичности. Перекладываем тесто на столешницу и начинаем вымешивать. При замешивании теста рекомендую руки смазывать периодически растительным маслом, тогда тесто не так сильно будет липнуть к рукам. Вымешиваем до тех пор, пока тесто не станет эластичным и не перестанет отставать от рук. У меня ушло на вымешивание теста примерно 12 минут, только тогда оно начало приобретать нужную эластичность. Берем чистую миску и смазываем ее растительным маслом. Тесто скатываем в шар, выкладываем в миску и совсем немного смазываем растительным маслом. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место без сквозняков на 1,5-2 часа для увеличения в объеме в 2 раза. Через указанное время тесто увеличилось вдвое, оно хорошо подошло, стало мягкое и нежное. Выкладываем тесто на стол и делим на 2-3 части. Ориентируйтесь по размеру своих форм для выпекания. Скатываем в шарики, накрываем пищевой пленкой и оставляем тесто отдохнуть на 5-10 минут. Стол и тесто присыпать мукой, выложить по одному шарику теста и начинаем его раскатывать в очень тонкий прямоугольный пласт. Раскатанное тесто должно получиться очень тонкое и почти прозрачное, но при этом оно не должно рваться. Затем обильно смазываем пласт теста размягченным сливочным маслом. Сверху на сливочное масло посыпаем для аромата мускатным орехом. Раскладываем по всему тесту вяленую клюкву. По желанию можете добавить разные сухофрукты, такие как изюм, курага, черника, чернослив, а также можете добавить миндальные лепестки или любые другие измельченные и предварительно пожаренные орехи. Очень аккуратно сворачиваем пласт теста в плотный рулет. Также поступаем и с остальными частями теста. Затем берем острый нож и очень аккуратно разрезаем рулет вдоль, но не до конца. Отступаем примерно 2 см от начала. То же самое делаем и с остальным тестом. Начинаем формировать кулич краффин. Все слои должны быть видны с внешней стороны. Сначала очень аккуратно формируем дно кулича, закручивая спиралью одну половинку рулета к его началу, а вторую половинку закрутите спиралью, поднимая и укладывая поверх первой. В самом конце формируем красивый верх кулича. Вот таким образом делаем и с остальным тестом. Поместите куличи в форму для выпекания, накройте сверху пищевой пленкой
и оставьте в теплом месте для подъема примерно на час. Подошедшие куличи отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем в течение 10 минут. После чего нужно снизить температуру до 180 градусов, накрыть фольгой и выпекать примерно 20-30 минут. После выпечки горячие куличи полностью остудите. Затем по своему желанию можете посыпать сахарной пудрой или украсить на свое усмотрение. Кулич получился красивым, мягким и очень ароматным. Видны практически все слои теста. Обязательно попробуйте испечь кулич по этому рецепту. Он вам очень понравится. Светлого вам праздника Пасхи! Всем спасибо, что посмотрели видео, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно.